Привет, я Настя. Я живу в России, самой большой стране в мире. А моя бабушка жила в СССР, который был чуть больше. Бабушка агроном, и объехала ее вдоль и поперек. А теперь я еду навестить ее старых друзей в Белоруссии, Казахстане, Бурятии, Татарстане, Осетии, Дагестане, чтобы передать им подарки от бабушки, приготовленные с большой любовью. Так, все, свои огородики, свое хозяйство, все, слава богу. Так что все как будто и не изменилось. Все, заборчики те же, как в детстве. Ой, здесь Аленка Заяц жила. Угу. Вот поле школьное, школа вот наша, ты помнишь? Ну, я как помню, все равно это были летние каникулы. Уж так мы бегали, да мяч гоняли. Улица Победы. Ой, вот он дом! Угу. Вот он дом. Вот мы и приехали. Дорогая. Здравствуйте. Моя Настя приехала. Проходите, пожалуйста, в дом. Проходим. Все, ну пойдем. Ну, я поняла просто, почему драники, потому что надерешь картошку. Да. Поэтому и драники. Эх, уплетаем, аж в уши трясутся. Мясо кусок уложил, сразину, картошку натер, залил и в духовку ставил. О, любота. За столом никто не ест. Как только готова сковородка, так все раз расхватили по новой. Соседа? Да я возле каждого забора цветы сажу, потому что утром встречаемся, здороваемся. А для чего я сажу? Они полют, мы полим. Доброе утро. Чтобы цветочки были, чтобы... Ну, спина немножко разгибается, но только поздороваться все. И то, чтобы сразу, чтобы цветочки рядышком были. Здорово. Ну. Трудиться, это само собой. Труд – это счастье в жизни. Кто его имеет. Но гультайство – это самая худшая хвороба. Это вам скатерть, у вас семья большая. Это бабушка передала. Спасибо, внученька. Спасибо, дорогая моя. Спасибо. Мы тоже хотели... Сейчас? А, это для бабушки. Для бабушки, да? За здоровых людей! Ох, топну ногой и притопну другой. Сколько я не топочу, все равно не соскочу. А у меня ухажеров 5, я могу пересчитать. Коля, Ваня, Гриша, Миша, 5-го забыла же. А у меня ухажеры 2, психоватые и балда. Психоватые редко ходят, а балда никогда. Белорусские цветики, васильки. Спасибо вам большое. Ой, спасибо. До свидания. Девушки, держите. Спасибо.
Годі, хлопці, красный ткать, пойдем на работу, будем гроши получать кожную субботу. Вдвоем ведь. А вот это шагал, ну да. А сколько? 120 тысяч. Это будет, я помогу. Это одна большая зеленая, но там дадут сдачи. Так, 120 тысяч. Это, это большая, 200 это большая. Наверное, надо давать одну, вот такую зеленую. Спасибо большое. Ну вот. Белорусские в народной одежде. День добрый. Это восстановленные орнаменты, национальные вот народные белорусские. А вот это скатерть. Вот Это ручное качество. на кроснах, да? На кроснах делают. Моя мать крестная, я помню в детстве, такой станок стоял. И Вот Так это тяжелая работа какая-то прямо. И все на голое тело. Да, на голое тело. Классно. О, Вообще обалдеть. Настоящая белорусская. У женщин Очень значит, красиво, с если пояском справа лучше. поясочек завязан, значит замужем. Если слева, значит не замужем. Или Ну-ка. это у мужчин такое? Мужчин, это у мужчин. Это все ваша Вот работа? это то, что мы ткем, это наша мастерская часть. она нашего ходится предприятия. где? А, в Минске. Там же и предприятие, магазинчик. Хорошее дело. Ручные станки, как было в 15-16 веках. Раньше учились с 7 лет примерно ткать на станке девочку. А когда сейчас приходит взрослый человек, нужно иметь, как говорят, пространственное мышление, чтобы координация движений совпадала, при том, что все заправки практически держатся еще в голове. А можно попробовать на себя так ее сдвинуть? Резче. И второй раз. Это очень тяжелый труд целый день. Если за станком, это очень тяжело. То такие накачанные. А рассчитать на 1500 ниточек по клеточкам, представляете? А рассчитывает все у нас Янина Ивановна. Наш бог. Рисунки – это реконструкции. Это считалось как лестница в небо, по которой ангелы спускались и поднимались. Смотрите, как вот если мы переворачиваем, получается, видите? Да, больше белого. Ну, это традиционный цвета, белый, красный, традиционный цвета Беларуси, черный тоже. Вы говорили, чем белорусская от русского. Русская косоворотка вот здесь вышивалась, а у нас по центру. А черный красиво. Ну вот красиво, видите, висит. Красили в черный цвет раньше. Нет, не красили. Не красили. Были натуральные, красок не было, красили только в белый. Красили в белый. Чем белее лен, тем искуснее, значит, хозяйка. И тем больше она полоскала его в речке, и тем дольше он сушился на солнышке. Ветряная мельница – редкость для Белоруссии. В Беларуси много воды, много рек. Поэтому в Беларуси в основном мельницы были водяными. Спасибо огромное, что переступили через порог. Женщине ведь категорически запрещено наступать на порог. В былые времена, когда у наших предков рождался ребенок, рождался и умирал. Малыша не успевали покрестить, не успевали ему дать имя. Малыша не хоронили на кладбище. Его закапывали под ганком, под порогом. Ого. Именно поэтому в деревнях до сих пор есть обычай. Из дому выносят гроб с покойником, гроб трижды ставят на порог. Именно поэтому во время свадебного обряда жених подхватывает невесту на руки и переносит через порог. Первый раз в новое жилье человек залезал через окно. Вот странным образом, попадя в дом, посидев за столом, он выходил через порог. Он не пришлый, он свой.
Поэтому сейчас кошку первую пускают, она же первая прошла, не человек. Именно поэтому бабушки нам говорят, через порог не здоровайся, через порог ничего не передавай. Да, не целуйся, не это. Надо да. быть все-таки по одной из сторон. Вот жучок. Ой, пусти, пожалуйста. Пускай живет, ничего страшного. Нет, ну и пусть живет, ну просто. Ирина, были женщины мельничихи? Исторически доказано, что первыми мельниками как раз такие были женщины. женщины. А у нас в Беларуси верят. Есть 3 места, где всегда водится нечистая сила. Это мельница, стихия ветра, это кузница, стихия огня, и это баня, там, где вода. Так вот, мельничных чертей вы поразгоняли. Но вдруг какой-то чертеночек не испугался вашей правой ноги и прыгнул на вас. А куда он приземлился? На левое плечо. А была история поплюй через левое плечо, по дереву постучи. Да, надо его наплевать. Ну вот так еще можно сделать. Точно. Вот правильно выйдем из мельницы и пойдем к дому, который стоит рядышком с мельницей. Называется он «Хата завозника». В этой избе вас заставят есть цибулю. Это репчатый лук. А если вы скажете, что нет, лук невкусно пахнет, это значит, в вашей душе есть черти, которые препятствуют поступлению продуктов в организм. Я всегда знала. Куда, Екатерина Демьяновна? Я сейчас съезжу за травой и вернусь. Хорошо. Ну что ты раскидываешь? А мы уезжаем до дому, до хаты. Приезжай к нам, почаще приезжай. Не забывай нас. Все. Будьте здоровы, пожалуйста. Козу вашу. Спасибо большое. Вам не сложно было. Спасибо. Было очень Спасибо вам приятно вас слышать. за прогулки. Все, нельзя плакать, нельзя плакать. Да, Пойдем. а тут все было хорошо. Ну, Счастливо, счастливо, счастливо.